Здравствуйте! Мы уже записывали ролики по образу жизни и питанию в зависимости от сезона. Уже я выложил ролики по образу жизни и питанию летом, осенью и зимой. А теперь давайте поговорим о весне. С точки зрения тибетской медицины, весна – это время слизи. Время слизи характеризуется обострением болезней холода. Болезни холода – это спящие хронические заболевания. К ним относятся не только банальный насморк, но и мужской хронический простатит, женские болезни, миома, кистообразование яичников и так далее, и даже ранняя менопауза. Чтобы не обострялись эти хронические и спящие заболевания, нужно следовать определенным правилам образа жизни и питания. Для начала хочу кое-что прояснить. В тибетской медицине существует 4 сезона и 2 межсезонья. И первое межсезонье весна, именно выпадает на первую половину весны, с конца февраля до середины апреля. Вторая часть весны – это просто как весна, как сезон идет. Здесь очень важно вот этот момент учесть, потому что именно в межсезонье происходит обострение всех спящих хронических заболеваний. И поэтому именно в межсезонье нужно очень четко следовать всем этим правилам. А как же питаться в межсезонье? Здесь я вас отправляю на ролик про питание зимой, так как в межсезонье питание ничем не отличается от зимы. Менять питание нужно где-то в середине апреля. И здесь мы в питании должны в первую очередь убрать согревающие специи. То, что я всегда называю имбирь, корица, кардамон, черный перец, куркума. Уменьшаем потребление жиров, жирных продуктов. И еще уменьшаем объем потребляемой пищи. То есть уменьшаем порции на процентов 30-40. Что же добавляем? Добавляется больше продукты холодного свойства. К ним относятся овощи, фрукты. Можно немного уже добавлять в еду кисломолочные, молочные продукты. Конечно, лучше всего их есть до 5 вечера. Можно добавлять в еду сухофрукты. Также добавляем зелень. И любителям сладкого можно добавить сладости. Сладости лучше всего есть до 3 часов дня. И тем, кто хочет похудеть, им можно, начиная с середины апреля, вообще отказаться от ужина, перейти на двухразовое питание. Завтрак и обед. Давайте расскажу конкретно про завтрак, обед и ужин весной. За завтраком можно есть каши, яйца, творог, все те же продукты, только нужно уменьшать содержание жиров. Не нужно добавлять в кашу столько топленого масла, сколько мы добавляли зимой. Можно добавить больше зелени, больше фруктов, больше ягод. Можно уже, кто любит, например, разные свежевыжатые соки, сельдерея, яблоко, можно уже добавлять за завтраком. Обед. Главным продуктом обеда остается белки. Но можно уже употреблять не красное мясо все время, а больше морепродукты, рыбу или курицу, индейку. Более постное мясо, да, чтобы все время не есть жирное мясо. За обедом больше овощей, больше салатов, можно меньше гарниров есть. И за обедом не нужно все время в еду класть согревающие специи. Можно из всех специй оставить только куркуму и немного черного перца. Весной за ужином лучше всего есть продукты, которые создают объем, но имеют мало низкокалорийный. К ним относятся овощи, овощные супы, тушеные, вареные, запеченные овощи. И уже можно туда не добавлять белки, рыбу, мясо и так далее. Можно вместо овощных супов, все время вареных, приготовленных, термически обработанных продуктов, можно уже есть салаты разные овощные. Но туда лучше всего добавлять чуть-чуть, оставить кунжутное масло, льняное масло или же и еще куркуму и черный перец из всех специй. По образу жизни в межсезонье очень важно употребление
разных витаминов. Вот с точки зрения тибетской медицины это самое правильное время для употребления различных витаминов. Витамина D, К, группы В, С и так далее. И разные микроэлементы. Да, кто любит, кто занимается много спортом, они могут все это добавить. И весной все это употреблять, начиная с конца февраля, заканчивая мая. И еще в образе жизни очень важно учитывать, что в межсезонье, именно с конца февраля до середины апреля, нельзя заниматься изнурительными физическими занятиями. Это циклические виды спорта, триатлон, марафон, которые истощают нашу энергию. Нельзя пренебрегать сном, нельзя употреблять много спиртных напитков, нельзя решать вопросы, где требуется много эмоциональной энергии. Если такие вопросы есть, лучше их перенести на вторую половину весны, потому что когда в межсезонье всем этим начинаем заниматься, истощается внутренние силы нашего организма и возбуждается элемент ветра. И это возбуждение элемента ветра приводит к возбуждению спящих хронических заболеваний. Все питание и образ жизни в межсезонье направлены на то, чтобы пережить этот период времени, так как это время, с точки зрения тибетской медицины, считается, что наш организм находится в уязвимом состоянии. И самое главное, это написано в трактате тибетской медицины Джучи, что весной нельзя много пустословить, то есть болтать. Если вам интересны правила питания с точки зрения тибетской медицины, вы более подробную информацию можете найти в моем онлайн-курсе «Практика здоровья». Перейдите по QR-коду или по ссылке в описании к этому ролику.